Добрый вечер, мои дорогие, с вами снова Юрий Пузыревский, и мы встречаемся с вами на очередном прямом эфире, и этот прямой эфир мы посвятим теме страхов и фобий. Будем разбираться, что это такое, чем они отличаются между собой, ну и самое главное, вы получите действенные техники, как с этим всем работать. Жду от вас обратной связи в комментариях этого прямого эфира. Видно ли меня и слышно ли меня, как у нас с качеством картинки, качеством звука. А пока я отвечу на самый главный вопрос, который мне задают на каждом прямом эфире. И этот вопрос звучит так: будет ли запись? Друзья мои, запись будет. Жду от вас обратной связи и будем начинать нашу прямую трансляцию. Оцените по шкале от 1 до 10, как вы себя чувствуете, где 10 полны энергии, готовы двигаться дальше, готовы получать новые знания, получать новую информацию и, самое главное, внедрять ее в свою жизнь, чтобы она становилась лучше. А 1 – это я уже почти засыпаю, и мне не до вас, скажем так. Я надеюсь, таких людей у нас на прямой трансляции не будет. Сразу вас призываю поставить лайк этой трансляции и поделиться с теми, кому вы считаете, она может оказаться полезной. И как только я получу от вас обратную связь в чате, что у нас все в порядке со звуком, все в порядке с картинкой, мы начнем наш прямой эфир. Жду вашей обратной связи и будем начинать. Сегодня у нас интересная тема, острая для многих, но одновременно могу сказать, что многие вещи мы путаем, и я постараюсь в этом прямом эфире сделать так, чтобы у вас все разложилось по полочкам, и что страха не надо бояться. Действительно, страха не надо бояться, и знаете, я придумал такой небольшой лозунг нашего прямого эфира, что бояться – это не стыдно. Вот бояться – это не стыдно, испытывать страх – это не стыдно, это неплохо. Это нормальная физиологическая реакция нашего организма на внешние воздействия. А вот не работать со своим страхом, не утилизировать его, другими словами, это уже ненормально. То есть мы знаем таких людей, знаете, их можно назвать смельчаками. И нам может ложно показаться, что они ничего не боятся. И это не так, мои дорогие. Эти люди точно так же, как и мы все, испытываем чувство страха. Но в чем отличие этих людей от других людей? Отличие заключается в том, что они умеют, либо учатся, либо уже научились утилизировать свой страх, научились обрабатывать эту эмоцию. Сейчас мы, когда я получу от вас обратную связь, что все у нас в порядке с трансляцией, начнем активно разбираться с этой темой, вы поймете, что бояться это действительно не стыдно. Хорошо, пошла обратная связь от вас, вижу, что стрим подтягивается, и тогда давайте начинать, и давайте все-таки, я люблю интерактив, я люблю, чтобы мы с вами взаимодействовали. И первый мой к вам вопрос заключается в том, что как вы испытываете страх? Вот многие люди ищут в интернете, как побороть страх. Причем побороть страх такой-то, побороть страх такой-то. Но очень редко люди задаются вопросом, а как я вообще понимаю, что я боюсь? И ответьте на этот вопрос. Как вы понимаете, что вы сейчас испытываете страх? Как вы понимаете, что вы сейчас боитесь? Вот это очень важно. Видно и слышно. Спасибо, друзья. Спасибо за обратную связь по качеству трансляции. Я надеюсь, что мы больше не будем к техническим вопросам возвращаться на протяжении этого прямого эфира. Но если вдруг будут какие-то проблемы с картинкой, либо будет зависать, либо будет тормозить, либо будет меня плохо слышно, обязательно давайте мне обратную связь, чтобы я мог это оперативно починить. Я отслеживаю то, что вы пишете в чате, и помимо моего повествования я буду отвечать на ваши вопросы и с вами взаимодействовать. Поэтому давайте будем включаться в активную работу. Многие проголосовали, что прямой эфир им удобнее провести, чтобы я проводил в субботу. Вот мы сегодня и проверим, насколько это правило справедливо, насколько ваше голосование, насколько ваш отчет о том, ответы на мой вопрос, когда лучше проводить эфиры, насколько они действительно актуальны. Добрый вечер всем, добрый вечер, добрый вечер.
Итак, друзья, жду ваши ответы на вопрос, как вы понимаете, что вы боитесь, как вы понимаете, что вы испытываете страх. Это очень важно, потому что на самом деле это первый шаг в работе со своими страхами. Так, всем привет, рад, что попал на прямой эфир. Да, достаточно удобно, пишут люди. Ну, посмотрим. Посмотрим, как это отразится на наших показателях, количество присутствующих одновременно зрителей на прямом эфире. Посмотрим. Честно скажу, мне не очень удобно проводить в субботний вечер прямые эфиры, но тем не менее, так как большинство проголосовало, я решил проверить эту гипотезу. Вот я вижу, у нас новые зрители появились, и это очень приятно. Жду ваших ответов на вопрос, как вы понимаете, что вы испытываете страх. Напишите. Вот смотрите, здесь, работая с эмоциями, а страх мы в первую очередь рассматриваем как эмоцию, мы не можем сдвинуться с места, не можем начать какую-то плодотворную работу над этой эмоцией, пока мы не научимся ее идентифицировать. Так, страх меня делает вялым, боюсь бояться. Отлично. Ступор, желание убежать. Иногда начинают потеть руки. Угу. Телесные проявления страха, сердцебиение, руки потеют, тревога внутри. Угу. Возникает волнение, жар, учащенное сердцебиение. Напряжение, учащенное сердцебиение. Отлично, отлично. Хорошо. Смотрите, вот вы дали разные ответы, и что общего во всех ваших разных ответах? А общего между вашими ответами вот что. Все вы написали про телесные проявления. Учащенное сердцебиение, у кого-то руки потеют, у кого-то дыхание учащается. И это правильно, это правильно. Все остальное, это уже относится скорее к тревоге, чем к страху. Итак, давайте разбираться. Первое. Страх – это эмоция. Страх – это эмоция. Добрый вечер. Когда мне страшно, хочется спрятаться, пересыхает во рту, учащенное сердцебиение. Очень-очень круто. Очень круто. Смотрите. Страх – это эмоция, которая возникает у нас в результате ощущения опасности. То есть, если есть какая-то опасность нашему здоровью, нашему телу, нашему физическому существованию, у нас появляется страх. Напишите, поставьте плюсик, если вы с этим согласны. И какие проявления эмоций страха у нас существуют? Я прям зачитаю. Повышение частоты сердечных сокращений и артериального давления. Расширение зрачков, чтобы глаза впитывали как можно больше света. Сужение вен на коже, чтобы направить больше крови к основным группам мышц. Именно поэтому иногда люди испытывают озноб, когда им страшно. Знаете, когда действительно страшно, когда испугался, может начать знобить. Увеличивается уровень глюкозы в крови. Для чего? Для того, чтобы глюкоза поступала во все наши внутренние органы, необходимые для мобилизации нашего организма. Дальше. Если вы являетесь владельцем домашнего животного, вот у животных это очень часто видно, и у людей такое же бывает, когда мы испытываем чувство страха, на нашей коже так или иначе есть волоски. И вот эти вот мышцы, которые находятся рядом с волосками, они напрягаются, и наши волосы как бы торчат. Ну, у котов такое часто прям можно заметить, когда шерсть дыбом становится. У людей тоже шерсть дыбом становится. Дальше. Происходит отключение несущественных систем. Что это значит? Когда мы испытываем страх, наш организм мобилизуется, да, мы уже с этим разобрались. И отключение несущественных систем – это прежде всего система пищеварения и прежде всего система мочеиспускания. Если вы обратите внимание, когда вы испытываете страх, то вам может очень сильно захотеться в туалет, как по большому, так и по маленькому, да, и существует не просто так
выражение в народном творчестве «от страха чуть не оба». Да? И действительно, это есть такое проявление. Что является причиной страха? Вот смотрите, почему я сейчас активно заостряю на этом внимание, что страх очень сильно проявляется в нашем теле, да, через взаимодействие наших гормонов, всевозможных веществ в нашем организме, и он наше тело мобилизует. То есть страх – это не такая уж и плохая эмоция. И, возможно, ее не очень приятно испытывать, но очень важно понимать, что благодаря нашему страху мы, по сути, выживаем. Но есть и другая сторона. Вот смотрите, человек и животное, в принципе, по своему строению организма не сильно отличаются. Да, там размерами, формами внутренних органов, конституцией и строением тела. Но по функционированию они очень похожи. Но что отличает животное от человека? Животное от человека отличает то, что человек наделен разумом. То есть мы можем думать, мы можем планировать, мы можем рассуждать, осознавать какие-то вещи. То есть мы еще наделены и разумом, и интеллектом. И в этом плане, с одной стороны, нам легче, чем животным, а с другой стороны, нам сложнее. Почему? Потому что когда животное, в силу того, что она не наделена, скажем так, возможностью рефлексировать, животному проще в том плане, что животное не вызывает у себя порой какие-то фобии и тревоги. Сейчас поясню, что это значит. Допустим, животные не думают о том, как они умрут. Они не думают. Представьте себе кота, который сидит и размышляет. А вот пройдет там 15 лет, и, возможно, моя жизнь закончится. Если бы он так мог, он бы тоже испытывал страх и тревогу. Да, может быть, испытывал бы панические атаки. Но он так не может, и в этом плане ему проще. А мы, люди, в силу нашего развитого ума, имеем возможность еще и страхи себе внутри аккумулировать. То есть здесь очень важно разделить, что страх – это эмоция, и бояться – это не стыдно. Мы так или иначе будем испытывать страх. Хотим мы этого или не хотим. Даже самый смелый человек будет испытывать страх. Мы сейчас не говорим о психических отклонениях, когда человеку просто не свойственно чувство страха. Такие психические отклонения тоже бывают, но это не тема нашего прямого эфира. А мы говорим о здоровых людях. Так вот, очень важно понимать и осознавать, что есть страх, это эмоция, которая вызывается каким-то внешним стимулом, который потенциально угрожает нашей безопасности. А есть еще и фобия. Фобия заключается в том, что мы чего-то боимся, порой даже не знаем, чего мы боимся, и, как правило, фобия может возникать спонтанно, то есть иррациональная, да, то есть у нас появляется где-то внутри страх, который мы не можем ему дать какую-то вескую причину. Вот даже сейчас мы можем прямо в прямом эфире провести небольшой эксперимент. Вы можете испытать сейчас страх, если, к примеру, точнее, испытать фобию. Если вы представите, вот вы сейчас находитесь в безопасности, да, каждый у себя дома или где-то в другом месте, и все хорошо. Но если вы вдруг представите, что в вашем помещении, где вы находитесь, появился тигр, прям представьте, насколько, по-серьезному отнеситесь к этому упражнению, представьте, что появился тигр, и вот он укусил вас за ногу, прям очень сильно укусил. Если вы действительно проиграете это сейчас у себя в голове,
то вы начнете испытывать все те ощущения, о которых мы говорили. У кого-то начнут руки потеть, у кого-то участится пульс, сердцебиение, у кого-то уровень глюкозы в крови повысится. И вы испытаете это все. Но по факту мы сейчас это вообразили, мы сейчас это придумали. По факту, на самом деле, в действительности этого сейчас не существует. Но вот такая особенность человека, который умеет думать. И сегодня наш прямой эфир будет посвящен больше работе с фобиями, потому что страх, запомните, страх – это эмоция, не испытывать которую даже небезопасно. То есть если что-то нам угрожает, если что-то угрожает нашему здоровью, нашей жизни, нашим ценностям, и мы не испытываем страх, то это ненормально, это не окей. Вот просто запомните, бояться не стыдно, испытывать страх не стыдно. Стыдно и ненормально с этим не работать. Стыдно и ненормально не отрабатывать, не утилизировать эту эмоцию. И сегодня мы будем разбираться, как с этим работать. Благо есть достаточно хороших техник, с помощью которых это можно делать. Так, кот, который размышляет. Юрий, расскажите, пожалуйста, чем страх от тревожности отличается? Ведь тревожность может возникнуть от реальной опасности. Сейчас расскажу. Так. Опасность может быть как реальная, так и просто в голове. Да, совершенно верно. Теряются другие эмоции. Хорошо. Угу. Так, откуда вы знаете за котов? Отлично. Я предполагаю. Главное научиться, чтобы страх не зашкаливал до панической атаки. Угу, об этом тоже поговорим. Ура, попал на ваш эфир. Поздравляю. Пауки, у кого-то пауки. Вот так я накручиваю себя мыслями до панических атак. И вот здесь, Мария, очень важно. Вы сказали очень важную вещь. Вот так я накручиваю себя до панических атак. Я накручиваю себя. Если вы это делаете, то точно так же вы можете этого не делать. Будем сегодня искать способы, как с этим работать. Я специально не могу испытывать и представлять. Это вы сейчас-то говорите, Светлана, что вы специально не можете испытывать и представлять. А я уверен, что в вашей жизни, может быть, вам пример с тигром не подходит, да? А вы представьте действительно какую-нибудь опасность, с которой вы потенциально можете столкнуться. Где угодно. И все у вас будет в порядке с воображением. Вы и представите, и вообразите, и испытаете необходимые эмоции. Можно ли приучить себя не бояться, а спокойно реагировать? Смотрите, эмоцию страха мы будем испытывать всегда. Вот хотите вы этого или не хотите. А вот реагировать на эмоцию, работать со своей эмоцией, давать себе обратную связь по поводу этой эмоции, это уже лежит в зоне нашей власти и в зоне нашей ответственности. То есть мы можем с этим работать. Алена, успела на трансляцию. Алена, вы успели не только на трансляцию, вы еще вчера успели и к нам присоединиться на наш курс, с чем вас и поздравляю. Кстати, ребята, в закрепленном сообщении наш есть видеокурс NLP практик. Можете присоединяться. Вот Алена вчера оплатила, присоединилась и, возможно, уже сейчас может дать какую-то обратную связь, как ей первые впечатления на нашем обучении. Алена, буду вам благодарен, если вы хотя бы пару слов напишите для остальных, кто еще сомневается. Привет всем, круто, на эфир попал. Отлично. Все-таки ваше голосование по поводу субботы оказалось действенным, и многие люди, которые не могли попасть в будний день на прямой эфир, смогли попасть в субботу. Ну, возможно, мы будем как-то чередовать. Когда-то будем делать по будням, когда-то будем делать в субботу. Так, да, очень хочется перестать накручивать себя эпизодами, но уже 5 лет с паническими атаками. Такое бывает. Привет всем, круто, на эфир попал. Хорошо, давайте отвечу на вопрос. Был вопрос о том, чем страх отличается от тревоги. Смотрите, страх – это та эмоция, которая возникает, под действием какого-то стрессового стимула. Как я приводил пример. Представьте, что
Тигр к вам зашел в комнату. Или представьте, вот вы сейчас смотрите этот прямой эфир с телефона или с компьютера, и он вдруг взял и загорелся, или там взорвался у вас в руках, так пук, взорвался. Вот тогда вы испытаете страх. А что такое тревога? А тревога чем отличается от страха? Тем, что тревога возникает как ожидание какого-то события. Это как раз-таки то, о чем вы говорите, про накручивание себя. Мы испытываем тревогу, когда... Ну, давайте я про себя расскажу. Я часто привожу этот пример. Я вот не люблю зубных врачей, вот не люблю стоматологов. Не люблю к ним ходить. Если нас смотрят стоматологи, я вас всех люблю и уважаю и ценю. Но ходить я к вам не люблю. И здесь вот какая история. Если я знаю, что мне предстоит визит к стоматологу, и я знаю, что там могут происходить какие-то неприятные вещи, я буду по этому поводу испытывать тревогу. Но нельзя сказать, что я прямо испытываю страх. Я где-то у себя на периферии своего внимания знаю, что вот это мероприятие мне предстоит, некомфортное, и по этому поводу я испытываю какие-то неприятные ощущения. Я тревожусь, можно сказать. Либо же, не знаю, публичное выступление. Вот у меня предстоит какое-то волнительное событие. Да, где-то мне нужно будет выступать в непривычном месте. И пока я буду ожидать этого события, пока я буду прокручивать это событие у себя в голове, а хотим мы или не хотим, когда мы готовимся, мы это прокручиваем, и мы можем испытывать тревогу. Хорошо это или плохо? Я считаю, скорее хорошо, чем плохо. Почему? Потому что все-таки тревога, она вызывает от какой-то части все-таки и страх, эмоцию, и эта эмоция, она мобилизирующая. Она заставляет наш организм работать по-другому. И то же самое работает с фокусом нашего внимания. Когда мы испытываем страх, обратите внимание, когда мы испытываем страх, мы сконцентрированы на чем-то одном. Мы действительно наш фокус внимания находится на чем-то одном. На какой-то одной конкретной задаче. Вот мне недавно писали в комментариях, задавали вопрос, как научиться фокусироваться. Вот, кстати, использовать эмоцию страх – это один из способов фокусировки. Надеюсь, ответил, чем отличается тревога от страха. Теперь, чем отличается фобия и страх. Фобия и страх отличаются между собой лишь только тем, что фобия является продолжением страха. Это иррациональный страх, который появляется у нас вследствие наших каких-то представлений о будущем. Очень похоже на тревогу, согласитесь. Так вот, по большому счету, вот все эти вещи, вот там кто-то писал, что пауков боится, кто-то высоты боится, кто-то еще чего-то боится. Это можно назвать фобиями. Давайте разделим. Фобия – это то, что лежит в будущем, предполагаемая какая-то опасность. Сюда мы можем добавить и тревогу, когда мы думаем о каком-то предстоящем событии. А страх, во-первых, это эмоция, и страх – это то, что мы уже испытывали. Страх – это то, что мы уже испытывали в этой жизни. То есть, смотрите, человек боится собак. Он боится собак просто потому, что он знает, что собаки опасные могут кусаться, это будет фобия. А если человека когда-то укусила собака, и теперь он знает, что собака может укусить, то это можно назвать страхом, да? Если вот так обобщенную картину давать. Отдельно можно выделять страх как эмоцию. Так, давайте зачитаю ваши комментарии.
Так, страдаю фобией определенной болезни, которой болела мама. Можете написать какой. Стоит ли использовать страх для управления собой? Поговорим об этом тоже. Потому что на этот счет у меня... Ну, давайте так, Николай, можете развернуть свой вопрос. Стоит ли использовать страх для управления собой? Каким образом вы хотите его использовать? Так или иначе, мы его используем. Потому что, смотрите, друзья, страх – это важный индикатор опасности. Не испытывать страх ненормально. Если вы не испытываете никаких страхов, то надо уже обратиться к психиатру. То есть не испытывать страх – это ненормально. Все люди испытывают страх, только если нету каких-то патологий. Поэтому, Николай, расширьте ваш вопрос. Каким образом вы хотите испытывать страх для управления собой, и я постараюсь на него ответить. Так, привет всем, на крутой эфир попал. Да, приветствую, Игорь. Да, очень хочется перестать накручивать себя эпизодами, но уже 5 лет споничать. Так, понял. Очень-очень крутой курс. Алена написала. Да, Алена, напишите, а что вам уже понравилось на нашем курсе? Да, представьте, что тигр закрылся у вас в ванной. Угу. Не любишь стоматологов или боль, которую они тебе доставляют при лечении зубов? И то, и другое. Ну, стоматолог, я уже объяснил, стоматологов я люблю и уважаю, а не люблю находиться на стоматологических процедурах. Если честно, была удивлена очень теплым приемом в чате среди участников, ощущение как среди друзей. Да, у нас самая главная фишка нашего курса, друзья, это атмосфера. Это то, какие люди туда попадают. У нас не попадают на курс случайные люди, это те люди, которые действительно хотят развиваться и готовы развиваться в том числе в команде, в том числе помогать другим развиваться и развиваться благодаря этому самостоятельно. Благодарю за ответ, четко все разъяснили, отлично. Так, рубашка, кстати, грязная, я же помню, я тоже помню. Угу. Очень толковый курс, где я сразу начала применять практику и менять свою жизнь. Бонусом в первый день поняла своего мужа, его характер и как я могу наладить отношения с близкими. Ален, спасибо, вот это спасибо за обратную связь. Бонус. Интересно, думала, что это одно и то же, страх и тревога. Спасибо, что вы есть у нас. Спасибо и вам, Изумруда. Да, друзья, вот здесь как раз-таки очень важно разделять. Очень важно разделять эмоцию страха и очень важно отличать это от тревоги и отличать это от фобии. То есть вот есть эмоция страха, а есть всевозможные фобии и тревоги. Продолжаем. Зачитал все ваши комментарии. Теперь продолжаем. Что важно еще понимать? Что большинство наших фобий, они являются, ну скажем так, искусственно созданными разными способами. Какие это могут быть способы? Ну, допустим, некоторые люди испытывают аэрофобию, боятся летать на самолетах. А если разобраться в стратегии, как эта фобия сформировалась, она сформировалась, ну, наверняка, я знаю, что среди тех людей, которые испытывают аэрофобию, очень мало людей, которые реально побывали в авиакатастрофе. Да, потому что, ну, летальность очень высокая. Но есть очень много людей, которые боятся летать на самолетах. Давайте на этом примере. Давайте разбираться, как этот страх сформировался. Помните, в начале эфира я не просто так вам рассказывал, что чем человек отличается от животного, и что на самом деле мы можем очень сильно себе повысить уровень тревожности и довести себя в том числе до панических атак за счет того, что мы умеем моделировать у себя в голове какие-то ситуации. Так вот, в большинстве случаев те люди, которые страдают аэрофобией, они смотрят всякие фильмы про авиакатастрофы, смотрят YouTube-каналы, которые посвящены всевозможным авиакатастрофам, смотрят или слушают всякие новости. Но самое главное, в процессе того, как они это делают, как они этим занимаются, они еще очень сильно ассоциируются с жертвами, давайте в данном случае, авиакатастрофы. Другими словами, вот есть человек, который боится летать. Он этому страху научился не за счет того, что он летал на самолетах, а за счет того, что он очень много знает информации о том, как
летают самолеты, какие бывают опасности. Он знает о том, что летальность очень высокая. И вот таким образом он за счет того, что он умеет представлять, за счет того, что он умеет себя ассоциировать с теми людьми, на чьем месте он не был, он у себя увеличивает вот этот страх, он увеличивает у себя вот эту фобию. И тогда уже он страх начинает испытывать за счет не внешнего импульса, не за счет реальной какой-то внешней опасности, а за счет своего внутреннего представления. То есть этот человек научился настолько хорошо представлять авиакатастрофу, ассоциированно своими глазами, что он детально может прям как бы ее проживать. Это хорошая способность уметь так хорошо моделировать и ощущать реальность. Но в данном случае ему это работает не на пользу и не на руку, потому что то, как он хорошо себе это вообразил, является стимулом, чтобы вызывать те реакции, которые связаны со страхом, которые мы перечисляли. Потеют руки, дыбом встает шерсть, расширяются значки, повышение уровня глюкозы, учащенное сердцебиение, дыхание перехватывает, ну и так далее. Понимаете, в чем здесь важность? Важность здесь в том, вот почему я люблю НЛП, что НЛП помогает разобраться в стратегии, а как мы тот или иной страх, ту или иную фобию у себя сформировали. И чтобы от этого избавиться, нам нужно найти обратный способ, как это переконструировать в нашем воображении. Благо, хорошая новость, что это все является в зоне ваших возможностей. То есть, если какой-то человек сумел у себя сформировать фобию, то он может найти способ, как он это сделал, и с помощью своей же стратегии может это утилизировать. Я хочу, чтобы вы это запомнили. Сейчас зачитаю ваши комментарии, и мы вернемся к нашему повествованию. Так. Алена пишет, это не первый мой курс, но первый, который сразу дает результаты. Супер, Алена, спасибо большое. Так, Николаю ответил, спасибо. Так, Mars Self. Пишите всякую ерунду, имеете риск оказаться в блокировке. Алексей Ковалев, добрый вечер, слушаю вас недавно, на прямом эфире первый раз. Меня зовут Надежда. У меня вопрос, как понять свой страх и откуда он взялся? Как мне найти его, когда он образовался? Вот в чем страх мой. Заключается, когда я общаюсь с любыми органами, и я знаю законность моих слов, что я говорю по закону все правильно. Угу. Сейчас разберемся. Я вернусь к этому вопросу. А я хочу не испытывать страх. На мой взгляд, он мешает быть свободным. Светлана, давайте смотреть правде в глаза. Не испытывать страх – это невозможно. Вот иногда, знаете, когда ко мне люди обращаются на консультацию, можно снизить степень влияния страха на вас. Но нельзя это убрать полностью. Можно волноваться перед походом к стоматологу, можно волноваться перед полетом, но можно испытывать паническую атаку по этому поводу, а можно испытывать прям парализующий страх, да? До такой степени, что прям ты не можешь зайти ни в кабинет стоматолога, ни в самолет, ни еще куда-то, да, либо вот как пишет Надежда, которая общается с органами разными, да, что не можешь перешагнуть порог. Вот мы можем снизить степень влияния вот этого страха на нас. Это в нашей власти. Но полностью избавиться от страха невозможно. Давайте прямо сейчас, пока не убежали комментарии, постараюсь, Надежда, на ваш вопрос ответить. Вы испытываете страх, потому что чувствуете угрозу чему-то важному для вас.
либо безопасности, либо каким-то вашим ценностям, материальным или нематериальным. И отсюда у вас появляется чувство тревоги и страха. Вопрос, что с этим делать? Чтобы с этим работать, вам нужно задать себе вопрос. Вот это общение с органами, оно чему угрожает в моей жизни? Пусть это будет иррационально, пусть это будет не совсем логично, но вам нужно задать себе вопрос. Чему это общение несет потенциальную угрозу? Вы можете бояться, что вам дадут штраф. Вы можете бояться, что вам пришлют проверку. Вы можете бояться, что, не дай бог, там в тюрьму посадят. Ну и так далее. Вот постарайтесь поотвечать на этот вопрос и найти на него ответ. А когда вы найдете на этот ответ, уже с этим можно работать. Сегодня будут техники, как с этим всем работать. Хорошо. А когда я завершаю разговор, то я тогда могу только успокоиться. Как найти мне мой страх? Откуда он взялся? Смотрите, не совсем логично. Вот вы его уже описали, его искать не надо. Он у вас есть. Он у вас никуда не потерялся. Он всегда с вами. Искать его не надо. Вам нужно не искать страх. Вам нужно искать триггер, который запускает реакцию страха, который запускает эмоцию страха. Я вам уже ответил на этот вопрос. То есть позадавайтесь, какой ценности вот это общение потенциально может угрожать. Ведь это то, о чем вы сейчас действительно и говорите. В курсе есть практики сразу по управлению эмоциями. Когда мне страшно, я делаю практику с 3 позиции. Мы сегодня об этом тоже поговорим. Вы на самом деле, Алена, еще не дошли. Просто еще не опубликованные видео по работе со страхами, но уже скоро будут. Я испытываю агорафобию. Просто несколько раз испытывала паническую атаку. Давайте так, сейчас я обращусь к Гуглу, потому что фобий очень много разных. Так, агорафобия – страх или беспокойство по поводу нахождения в ситуации или местах, где нет возможности легко покинуть, или где в случае возникновения сильной тревоги помощь может быть недоступна. Вот что такое агорафобия. Хорошо. Видосы, кстати, классно, красава. Ты просил в прошлом видосе, как улучшить. Как по мне, не хватает динамики и фоновой музыки. Будет еще лучше, больше удерживать внимание зрителя. Давай так. Я не знаю, как тебя зовут. Расскажи мне о способах, как удерживать внимание зрителя. Мы можем отдельно с тобой на эту тему пообщаться. По поводу музыки, знаешь, тут двояко. Причем я просил оставить эту обратную связь в комментариях под тем видео прошлым, а ты это пишешь здесь. Ну ладно, раз мы уже начали. По поводу музыки, знаешь, здесь очень сильно двояко. Кого-то музыка отвлекает, кому-то музыка, наоборот, нравится. Поэтому, знаешь, тут под всех не подстроишься и всем не угодишь. Мне, например, нравятся больше видосы без музыки, и я, собственно, и свои видосы и стримы делаю без музыки, хотя технически это возможно и реально. Потому что, и опять же, музыка – это дополнительная нагрузка при монтаже, то есть ее нужно грамотно подобрать, потому что в эфире про страхи должна быть одна музыка, а в эфире про романтические отношения должна быть другая музыка, либо в видосе. Поэтому здесь вот такая еще история. Так, подскажу, как обработать твой микро, чтобы звучало еще лучше. Ну, смотри, если ты можешь мне давать технические советы, ну, напиши мне в личку. Может быть, ты мне чем-то действительно можешь оказаться полезным. Давайте не будем превращать наш прямой эфир в обсуждение технических подробностей нашего стрима. Так, мама страдала тяжелой депрессией и другими тяжелыми заболеваниями. Инсульт, щитовидка. Ухаживала с детства за ней. Повзрослев, у меня возникла фобия. Фобия чего? Вы боитесь получить инсульт или боитесь получить депрессию?
и так далее. Справляюсь с помощью успокоительных. Только так пока. Алексей. Это из школы. И тоже друг. Так, хорошо, добрый вечер. Всем добрый вечер. Марс зовут. Очень приятно, Марс. Теперь я буду знать, что тебя зовут Марс. Не надо музыка. Как по мне, формат отличный. Ну, я вот тоже к этому склоняюсь. А как узнать инфу по стоимости ваших курсов? И какие курсы мне лучше подойдут? У нас сейчас только один курс. Курс NLP практик. Информация по стоимости. Заходим на сайт, который есть в закрепленном комментарии. И смотрим стоимость. Вот я вам сейчас показываю. Вот наш сайт. Есть в закрепленном комментарии. Вот стоимость его сейчас. Сейчас стоимость более чем скромная. $128, либо 325 белорусских рублей. Ну и в пересчете на российские рубли это где-то 8700. Курс каждый день меняется. Курс валюты я имею в виду. Поэтому при фактической оплате в российских рублях может сумма получиться чуть-чуть другой, но не сильно. Как правило, сумма получается меньше, чем 8700. Кто оплачивал из России, у нас есть тут участники из России, можете написать, сколько у вас получилось в российских рублях. Поэтому вот так. Хорошо. Сейчас зачитаю все ваши комментарии и будем идти дальше. У нас же сегодня еще 5 NLP техник, которые вам будут помогать справляться со страхами. Так, музыка не надо. Отлично. Ой, я без музыки люблю. Мне мешают эти отбивки музыкальные. Музыка не нужна. Моцарт. Ага, поняла, хорошо. Хорошо, разобрались. Так, Марс, если у тебя есть компетенции, и ты знаешь, как улучшить, можешь дать конкретные рекомендации и советы, напиши мне в личку в Telegram, и я с радостью тебя послушаю. А на технические вопросы не будем тратить время сейчас в нашем прямом эфире, потому что мы здесь все-таки собрались поработать со страхами. Теперь, друзья, давайте переходить уже к этой части, как же со всем этим работать. Мы уже разобрались, что такое страхи, чем они отличаются от тревоги и от фобий. И теперь будем разбираться с непосредственной утилизацией всего этого, как нам со всем этим жить. И на самом деле у каждого из вас уже отработан этот механизм. Я еще хотел одну важную вещь сказать, что есть некоторые тренеры, психологи, коучи, которые говорят такую интересную вещь, что вот там, где страшно, туда надо идти, то есть идти через преодоление. Я против этой концепции. Почему? Потому что эта концепция помогает не всем. Кому-то действительно нужно, чтобы его подтолкнули в этот страх, и пройдя через этот страх, он поймет, что этот страх не такой уж страшный, и можно дальше двигаться и развиваться. Но кого-то, если подтолкнуть в этот какой-то серьезный страх, в какую-то стрессовую ситуацию, у него может заикариться и развиться действительно фобия. Давайте простой пример. Ну, допустим, вот ребенок пошел в бассейн и боится заходить в воду. Ну вот боится заходить в воду. Для кого-то будет хорошим способом, если тренер подойдет, его сзади толкнет, тот плюхнется в воду, там выгребет и начнет плавать. Для кого-то эта история будет прям ресурсной и рабочей. Вот кто-то, ему помогли пройти этот страх. А для кого-то вот этот случай, вот эта история, вот это подталкивание в воду станет психотравмой. Поэтому важно и нужно знать себя. Просто проанализировать свою жизнь и понять, мое преодоление страха через, ну, скажем так, волевое усилие, когда я действительно сознательно толкаю себя в какую-то страшную историю, оно для меня работает как?
позитивно, я после этого действительно перестаю бояться и начинаю развиваться, либо оно мне закрепляет психотравму, и я после этого могу впасть в еще большее уныние, депрессию, и вообще никогда этим не стану заниматься. Вот это очень важно знать. Вот это очень важно понимать, и очень важно понять, какой вы человек. Вот есть два типа людей, условно говоря. Те люди, которые могут постепенно двигаться к преодолению своего страха, а есть и люди, которым надо прям сразу, и все, чтобы их толкнули в воду, условно говоря, и чтобы они оттуда выплыли. Вот это очень важно. Теперь, что я хочу вам важного сказать. Есть ВК, да, есть ВК по моей имени и фамилии. Слушай, Марс, у меня даже есть одноклассники. Поэтому по моей имени и фамилии в любой социальной сети Юрий Пузыревский вбиваешь и находишь. Инстаграм, одноклассники, Фейсбук, не знаю, Твиттер, ТикТок, где угодно. Вот прям Юрий Пузыревский, ты там везде найдешь привычную уже тебе фотографию и можешь написать. Сейчас зачитаю еще пару комментариев и перейдем уже к непосредственно техникам. Было много страхов, много работал с этой темой, чтобы убрать, теперь страхов нет и тревоги. Но появилась апатия, энергии как будто не хватает. Теперь постоянно возникает вопрос, как раскачать и управлять. Наверное, точно к психиатру пора. Смотрите, вы очень хорошо научились купировать свою эмоцию, то есть ее как бы закрывать. Только чувствуете, начинаете испытывать страх, вы выработали у себя механизм ее, блокировать. Вам нужно найти оптимальный баланс. Вот если вы сознательно много времени работали для того, чтобы... Смотрите, можно работать над купированием эмоций, да, то есть закрывать эту эмоцию, чтобы она даже не появлялась. А можно развивать уверенность в себе. И это разные вещи абсолютно. И в вашем конкретном случае нужно постараться приоткрыть эту эмоцию, но чтобы она не оказывала на вас, скажем так, блокирующего, парализующего воздействия. Здесь вот такая история. Мне психолог говорит, надо идти в то место, где панические атаки, и доказать себе, что там безопасно. Но я не могу, мне правда страшно. Надо как-то подготовиться морально перед этим. Вот смотрите, Мария, очень классный пример. Это как раз-таки о том, о чем я говорю. Есть люди, которым сразу надо, чтобы их пихнули в воду. Вот ваш психолог сейчас вас пихает в воду. Просто толкает вас туда. Это работает. Но ваш психолог плохо изучил вашу личность. Не хочу критиковать работу своего коллеги, но по моему впечатлению, ваш психолог плохо вас изучил. Потому что есть люди, которых можно пихнуть в воду, и это прям поможет. А есть люди, которых не нужно пихать в воду, которым нужно найти способ опускаться в эту воду постепенно. Сейчас я приведу одну метафору, вам все станет ясно. Зачитаю ваши комментарии. Друзья, спасибо вам большое за то, что вы сегодня такие активные и так много пишете. У нас еще впереди 5 техник, которые вот прям вы сможете легко делать по преодолению. Так, это мой пример. В детстве чуть не утонула. И по сей день не умею плавать из-за страха утонуть. Ну вот. Юрий, подскажите, пожалуйста, мать боится, что сын, который закодирован от алкоголя, когда подойдет окончание кодирования, что он снова начнет пить. Как ей перестать этого бояться? Начать работать с психологом. Страх порожден нашими мыслями о будущем. Нет, страх не порожден нашими мыслями о будущем. Страх – это наша эмоция, которая помогает нам вызывать. Но наши мысли о будущем могут быть действительно триггером, которые будут вызывать у нас эту эмоцию страха. Спасибо, Алена, за ваше активное участие. На моего сына собака в парке налетела, боялся очень долго, но потом я принесла щенка домой и стала учить его, что они друзья, и он потихоньку перестал бояться, слава богу, без последствий. А вот Алла, как раз-таки, сделала постепенное погружение в воду, да, то есть одного человека можно сразу толкнуть на большую глубину, и он оттуда выскочит и научится плавать. Другому человеку этот способ не подойдет. А то, что сделала Алла, она начала своего сына учить сначала заходить там по щиколотку, потом по колено, потом по пояс в воду. Вот что сделала Алла. И здесь нужно каждому вырабатывать свой механизм. Так, спасибо, попробую, отлично. Открыл пластиковое окно.
оно не закрылось обратно. И я подумал, что я сломал. Потом закрыл. Руки задрожали, и голос подкосился, хотя я знал, что ничего такого не произошло, чтобы руки так задрожали. Неприятно чувство, когда даешь себе отчет, что ничего такого не произошло, но тело тебя не слушается и тебя колбасит. А вот вы, Марс, задайте вопрос, а в этот момент я чего испугался? Что в этот момент я такого подумал, что заставило мое тело так отреагировать? И там, несколько причин, я же не знаю вашей ситуации. Может быть, это было в чужом помещении, и вы стали опасаться того, что хозяин этого помещения наложит на вас какое-то взыскание или начнет думать о вас как-то плохо. Может быть, вы испугались того, что вы сейчас сломали, и теперь всю ночь, не знаю, будет холодно в этом помещении. Здесь нужно найти вот эту причину, что именно вызвало у вас этот страх. Нужно найти причину. Друзья, спасибо вам большое за такую активность. На самом деле показывает практика, что в субботу можно встречаться в прямых эфирах. Да, в чужом. Вот видите? И когда вы как бы сломали, вы подумали, что вы сломали в чужом помещении какое-то имущество, там есть что-то еще, что могло угрожать вашей безопасности. Возможно, у вас есть ценность серьезная такая, взаимоотношения с другими людьми. И вы, сами того не заметив, подумали, что владелец этого помещения перестанет с вами дружить, к примеру. Я так на детском языке говорю. И вот это и есть причина вашего страха. И очень важно в эти моменты говорить себе «стоп» и задавать себе вопрос. В этот момент, чего я опасаюсь? В этот момент, чего я боюсь? А потом задавать себе вопрос, а действительно ли это так? Так, избавился от страха высоты после того, как понадобилось ремонтировать окно снаружи. Первый день не мог ничего делать. Просто сидел час. Потом нормально. Правда, через полгода стало немного возвращаться. Видите, вы стали плавно заходить на глубину. Это тоже способ. Хотела уточнить. Не только органы, но и любые должностные лица. В свое время я начала изучать и разбираться в законах. Но общаясь с ними, со мной происходит все то, что я описала ранее. Надежда, я вам уже ответил. Вы задайтесь вопросом, пожалуйста. Постарайтесь меня услышать. Пускай мои слова зайдут в ваши уши. Чему это общение потенциально может угрожать? Какой вашей важной ценности это общение может вас угрожать? Так, нас 50 человек уже было, сейчас максимум. Очень здорово, очень здорово. Всем большое спасибо за то, что вы присутствуете на прямой трансляции. Итак, друзья, давайте переходите. Спасибо за то, что вы такие активные. Даже порой не успеваю отвечать на ваши комментарии, и это очень радует. Смотрите, на простой метафоре. У каждого из нас есть стратегия о том, как формируется какая-то фобия, либо какой-то страх. Объясняю на простом примере. Каждый из нас в детстве когда-то познакомился с огнем, либо с горячими предметами. У всех было такое знакомство. Когда мы обжигаемся, особенно обжигаемся впервые, огня коснулись, горячей кастрюли, горячего чайника в детстве. Естественно, мы получаем ожог, мы в этот момент испытываем страх, у нас есть естественная реакция, даже не реакция, а рефлекс, убрать руку от горячего чего-то. Но самое главное, это что происходит дальше. Представим, что мы обожглись, получили ожог, все поняли, что это трогать нельзя, это опасно. И как мы живем и действуем дальше. А дальше мы действуем все очень разными способами. Может быть один способ. Человек больше никогда не подходит к огню. Он увидел один раз, что испытал на себе, что огонь это горячо, больно и все такое. И он может на всю жизнь бояться огня. Может такое быть? Вполне себе может быть. Может быть такое, что человек на всю жизнь испугается огня и будет избегать возможности с ним взаимодействовать. Может быть способ, что человек какое-то время не будет подходить к огню, а потом он начнет его изучать. Сначала на полметра подойдет,
потом на 40 сантиметров, потом на 30 сантиметров, потом на 20 сантиметров, поймет, что здесь уже горячо, и что ближе, возможно, уже не надо. То есть постепенно начнет вот этот вот свой страх, приобретенный взаимодействие с горячими предметами или с огнем, медленно, спокойно начнет его перерабатывать. А возможно, кто-то, у кого-то стратегия пройти через страх, просто возьмет и начнет сразу пользоваться. Первый раз он испытает сильную эмоцию, перевозбуждение, но поймет, что в этом ничего страшного нету и можно жить дальше. Вот я вам сейчас описал 3 разных стратегии. Можно полностью отказаться, можно потихоньку начать это изучать, то, от чего мы изначально получили боль, а можно резко преодолеть свой страх. У каждого будет своя стратегия, и каждый будет с этим работать. Но наверняка, если вы когда-то обожглись о газовую плиту, к примеру, ну или об электрическую, сейчас не пользуйтесь этими приборами. Вот напишите, поставьте плюсик в чат, если вы когда-то обжигались в детстве. И напишите словами: «Я до сих пор не пользуюсь», если вы в детстве обожглись и до сих пор не пользуетесь газовой плитой либо электрической плитой, о которую вы в детстве обожглись. Какой классный вечер. Спасибо вам, Юрий. Спасибо и вам. Так, Надя пишет: дети. Угу. Хорошо, плюсики пошли. Вот вы когда-то обжигались. А теперь напишите, если вы действительно вот в детстве обожглись о плиту и сейчас ей не пользуетесь никогда. Просто решили никогда ей не пользоваться. Жду ваших ответов. Мария, поясните, вы обожглись. Смотрите, вы сейчас вот, многие из вас могут начать придумывать. Вот, Мария, вот об этом я и спрашивал. Вы электрической не пользуетесь до сих пор, но газовой пользуетесь. Наверное, вы электрической не пользуетесь, потому что у вас в доме установлена газовая. Если бы у вас в доме была установлена электрическая, вы бы электрической тоже пользовались. Скорее всего, здесь про это. У меня другая ситуация. Сын в 3 года наступил на угольки голыми пятками и до сих пор ходит на носочках. 14 лет уже. Ну, почему вы сына не отведете поработать к детскому психологу нормальному? Хорошо, друзья. Вот у нас почти нету людей, которые обжигались в детстве и отказались от идеи вообще пользоваться какими-то нагревательными приборами. Вот нету таких людей. То есть вот этот страх горячего предмета в детстве, возможно, он был сильный. Но во взрослой жизни каждый каким-то своим способом его преодолел. Кто-то начал изучать и потихоньку начинал пробовать пользоваться этими предметами. Кто-то резко прошел через страх. Да, то есть тут по большому счету 2 стратегии. Либо мы начинаем это изучать и потихоньку начинаем как бы себя убеждать, что в этом нет ничего такого страшного. Либо резко проходим. Но что происходит во взрослой жизни? Во взрослой жизни мы почему-то отказываемся изучать и подбираться к тому, что нам кажется страшным.
Понимаете? И для того, чтобы это все дело преодолеть, нам нужно запомнить вот эту метафору. Я же когда-то боялся пользоваться газовой плитой, к примеру, или электрической. Но я как-то пришел к тому, что я снова стал этим пользоваться. Когда я обжегся, я не знал какой-то техники безопасности. Но теперь, когда я уже имею вот этот опыт, я могу подойти к этому вопросу более серьезно, да, и могу это изучить. И моя основная мысль этого эфира в том, что да, действительно, бояться это не стыдно. Стыдно ничего не делать с этим страхом. Стыдно не утилизировать его. Стыдно не пытаться разобраться. Стыдно не задавать себе вопросы. А теперь к техникам. Первая техника, которая поможет вам преодолевать страх, она работает за счет вашего внутреннего диалога. И многие из вас слышали такую фразу Юрия Гагарина, который перед взлетом вот этого ракетоносителя, на котором он поднимался в космос первый раз, он говорил что? Он говорил «поехали». Да? И ваша задача подобрать для себя такую же фразу. Ваша задача подобрать для себя такую же фразу, которая будет являться для вас символом того, что вы идете во что-то неизвестное, либо символом того, что вы идете в что-то, что вы долго откладывали. Для кого-то это будет фраза «поехали». Для кого-то это будет фраза «погнали». Для кого-то это будет фраза «я уже готов». И очень круто, если вы эту фразу сопроводите каким-то характерным для вас звуком. Да, вот кто смотрит интервью Юрия Дудя, тот всегда в начале интервью делает так. И это тоже элемент того, что может работать. То есть вам нужно еще какое-то такое физиологическое подтверждение. Кто-то может хлопнуть руками, сказать «погнали». То есть вам нужно выработать первую такую поддерживающую фразу. У кого-то она может быть матерная. Кстати, матерные слова тоже достаточно хорошо работают. Но мы в эфире матерные слова повторять не будем. Но вы можете их придумать для себя, которые будут являться для вас как бы таким спусковым механизмом. Неважно, вы идете в резкое преодоление, либо в преодоление постепенное. Это первый способ. Он достаточно хорошо работает. Добрый вечер, добрый вечер. Понеслась моя фраза. Да, у кого-то понеслась. Очень. Кстати, давайте вот, друзья, набросайте сейчас в комментариях, пока мы не перешли ко второй технике, это набросайте сейчас нам в чате свои фразы, которые вы себе придумали. Ну, если они не матерные. Если они матерные, то можете написать с пропусками так, чтобы мы их поняли. Напишите, это будет полезно, потому что, возможно, кому-то ваша фраза понравится, и он ее возьмет себе. Давайте делиться, мы здесь для этого и собрались. Рассказал в детстве свою сокровенную цель родителям, и они ее максимально обесценили. Как все равно достичь цели, не угнетая, если я правильно понял, что не получится. Воспоминания. Как обрели крылья? Что думаешь? Думаю, что нужно поработать с психологом, со мной, либо с другим специалистом, либо найти ответ на моем канале, потому что об этом уже много проговорено. Техника реимпринтинг называется. Прям в поиске на моем канале можешь найти эту технику и попробовать поработать с этим самостоятельно. Тем более, что ты уже знаешь причину своих бездействий, тем более, что ты уже знаешь, что на тебя это до сих пор влияет. Начни как взрослый человек преодолевать это и убеждаться, что это не так. Погнали, с Богом!
нематерные, инфузория. Так, отличная идея про фразы, класс. Ребят, напишите свои. У меня без фраз. Делаю глубокий вдох и медленный выдох. Да, у кого-то может быть без фраз. Будет очень круто, если вы подберете фразу или слово и какой-то еще либо вдох, либо выдох, либо хуф, либо какое-то подтверждение телом. Вам нужно, чтобы у вас это выработалось, чтобы вот этот условный сигнал являлся для вас спусковым таким крючком, спусковым механизмом, триггером, что все, вы пошли, все, вы погнали, вы понеслись и так далее. Так, в детстве часто резал... Ладно. Вперед. Вот, у Алены вперед. Вы, наверное, перед тем, как оплатить наш курс, сказали себе: Алена, вперед. Обычно просто делаю резкий выдох и начинаю делать. Отлично, отлично. Хорошо. Друзья, следующая техника. Следующая техника называется диссоциация. Она не просто так появилась. И мы... суть техники очень простая. Суть техники очень простая. Дело в том, что когда вам страшно, самое главное постараться ее вспомнить в момент, когда вам страшно. Самое главное в этот момент... Что такое диссоциация? Диссоциация – это когда я вижу себя со стороны. Как будто я выхожу из своего тела и наблюдаю за собой со стороны. Вот прям. Если бы я сейчас диссоциировался, я бы диссоциировался куда-то сюда и представлял, как я это делаю. Чем это помогает? Дело в том, что это помогает снизить эмоции. Когда вы видите себя со стороны, то вы уже не можете испытывать этот страх. Вот прям уже не можете. Вы, когда вам нужно что-то делать, и вы этого боитесь или опасаетесь делать, представляйте себя со стороны. Тогда вы не будете бояться. Вы будете знать, что тот человек, на которого вы глядите, он боится, но вы сами бояться не будете. Диссоциацию нужно потренировать. Вот если вы ее хорошо натренируете, есть даже такая техника НЛП, которая называется визуально-кинестетическая диссоциация. С помощью этой техники мы можем проработать разные страхи, которые в нашей жизни случались. Подробно, как эту технику делать, показываю, рассказываю у нас на видеокурсе. Если вам эта тема актуальна, заходите на видеокурс, пока стоимость видеокурса не подросла. Как попасть на видеокурс? Перейти по ссылке в закрепленном комментарии, либо в описании, посмотреть программу, изучить и оставить свои данные. Оплатите, вы получаете доступ. Если оплатите сегодня, прямо сегодня уже получите доступ к материалам. И попадете в очень позитивный ресурсный чат. Алена может это подтвердить, как ее вчера приветствовали. Сегодня у нас тоже добавлялись участники, и тоже их все очень по-доброму встречали. Есть техника визуально-кинестетической диссоциации, а то, о чем я вам рассказываю сейчас, вам просто нужно научиться представлять себя со стороны. Научиться видеть себя со стороны. Как будто то, что вы сейчас будете делать, делаете не вы, а вы воображаемый. То есть глядите на себя со стороны, и в этот момент вы уже не будете испытывать чувство страха, вам будет намного легче. Это вторая техника. Первая техника – фраза с каким-то характерным вдохом, выдохом, подтверждением каким-то кинестетическим. И ресурсная фраза. Вторая техника – диссоциация. Видим себя со стороны. Третья техника. Это работа с субмодальностями. Что это значит? Объясняю по-русски. По-русски это значит, что когда вы чего-то боитесь, у вас есть какое-то внутреннее представление предстоящего события. У вас есть какое-то внутреннее представление предстоящего события. Давайте на простом примере. Допустим, я не люблю находиться в кресле стоматолога. Да? Я вас сегодня задолбаю этим примером. И для того, чтобы мне поработать с субмодальностями, какие у нас есть субмодальности? Визуальная, аудиальная и кинестетическая. Вижу, слышу, чувствую. И когда я боюсь идти к стоматологу, у меня есть какое-то внутреннее представление о том, как это будет. И оно у меня внутри отображается с помощью какого-то визуального представления, с помощью какого-то аудиального представления и с помощью какого-то кинестетического представления.
Ну, допустим, я вижу лампу стоматолога, я слышу звуки вот этих инструментов, как они там по жесткому стеклянному столу ударяют, и, допустим, я ощущаю, как моя спина прилегает к этому креслу стоматолога. И вот я это все представляю, у меня это где-то есть внутри. И моя задача начать работать с этими образами. Например, я могу приближать, удалять эту лампу, которую я вижу. Могу я это делать у себя в фантазии? Могу. И я лично про себя знаю, что я, если эту лампу буду отдалять, то она уже будет мне не так страшна. Например, звуки. Когда вот эти звуки железного инструмента по стеклянному столу. Я их могу просто делать тише у себя в голове, а могу их вообще выключить. Тогда это уже у меня вызывает намного меньше страха и тревоги. Ну и в конце концов я могу отключить вот это ощущение. Могу его сделать меньше, как я прилегаю к этому креслу. Также есть еще кинестетические ощущения, запахи. С запахами тоже можно работать. Ну, допустим, обычно там же обезжиривают, обеззараживают вот этим эфиром, и есть специфический запах в любом медицинском кабинете, неважно, стоматолога или не стоматолога. Этот запах тоже может являться таким триггером, якорем, который будет включать ощущение тревоги и страха. Но я могу этот запах у себя внутри, во внутреннем представлении, допустим, заменить на запах щавлевого супа, который я очень люблю, который делает моя мама. Итак, что я сделал у себя внутри? То, что я видел, я отдалил. Звуки ударов стеклянного железного инструмента о стеклянные поверхность стола я заменяю на какую-то мелодию. Просто представляю, что там играет громко музыка, какая-то мелодия, которая мне приятна, и я не слышу этих звуков. Добавляю запах. Вместо запаха эфира добавляю запах этого самого домашнего рассольника или щавлевого супа, который делает моя мама. То же самое касаемо ощущений. Я ощущения делаю намного меньше. Все. Для меня уже в моем внутреннем представлении эта картинка перестает вызывать ощущение страха, перестает вызывать эту эмоцию. И вы тоже в ваших силах это делать. Вы тоже имеете возможность это у себя внутри перекодировать. Это называется работа с субмодальностями. Мы, кстати, на курсе тоже подробно эту тему разбираем. С помощью субмодальностей можно вообще творить чудеса, не только работать со страхами. Можно менять убеждения, можно находить мотивацию, кодировать у себя, находить у себя внутри код, как мы себя демотивируем, и находить у себя внутри код, как мы себя мотивируем. И таким образом мы можем перевести одно качество в другое и научиться двигаться к цели по-другому. Это все работает за счет внутренних представлений, за счет субмодальностей. И со страхами тоже это работает. Поэтому представьте, вот в любом случае, когда вы чего-то боитесь, у вас есть какое-то внутреннее представление, и вам нужно с этими внутренними представлениями поработать, так как я привел сейчас вам в этом примере. Так, зачитаю ваши комментарии и перейдем к следующей технике. Следующая техника вам тоже понравится. Так, у кого-то вперед, у кого-то фраза «зашибись», «погнали», отлично. Так, я все равно достигну своей цели. Угу. Так. Дерзай, отлично. Иногда так у меня получается, но не всегда, зависит от моего настроения. А сколько будет доступ к курсу? Доступ у нас пожизненный, друзья. Вы покупаете один раз и учитесь всегда. То есть раз в месяц мы проводим практические занятия, все теоретические уроки плюс записи занятий у вас остаются навсегда. В дальнейшем будет немножко по-другому. Когда у нас все уже занятия будут отработаны и опубликованы, будет по-другому вот в каком смысле. Будет несколько вариантов доступа к курсу, и будет совершенно стоить он других денег. Он минимум будет стоить в 2 раза дороже, и кроме того, что стоимость поднимется, будем, возможно, ограничивать время доступа. Поэтому пока он стоит, он не должен столько стоить.
пока он стоит совсем недорого, у вас есть прекрасная возможность подключиться и, во-первых, иметь большую библиотеку со всеми уроками и иметь очень ресурсное окружение. У нас очень многие люди, которые учатся на курсе, дружат между собой, начинают дружить. Так, хорошие техники, главное про них вовремя вспомнить в момент страха. Чтобы про них помнить в момент страха, во-первых, их нужно записать, а во-вторых, их нужно тренировать. Тренировать их не обязательно нужно в момент страха. Тренировать их нужно, точнее, можно их тренировать, когда вы еще не находитесь в моменте страха. Потому что страх, он парализует, как правило, мысли, и мы не можем вспомнить какую-то технику. Для того, чтобы это было на автоматизме, нам нужно это потренировать, натренироваться. А я говорю, камон, супер, Ална. Так, я когда волнуюсь, боюсь, то начинаю себя спрашивать, в чем мне это поможет. Часто помогает это успокоиться. Отлично. Вот вашим советом, я думаю, многие тоже могут воспользоваться. Можете задавать себе вопрос, а чем мне это поможет? Вот я когда боюсь, можно задавать себе вопрос, а чем мне это поможет? Или эффективно ли сейчас это состояние? Да, есть представление, как мне станет плохо, когда я приду, куда иду. И вот, Мария, вам нужно с этим представлением поработать. Так. Ну, супер. А я не боюсь к стоматологу, бегу к нему. Супер, Надежда, умница. А я не боюсь общаться с людьми из органов. Бегу к ним. Тоже могу в этом плане, скажем так, потроллить вас. Да, у меня визуально больше представления, как мне станет плохо. Да, но с этим представлением вы можете тоже работать. Было бы круто научиться так отдалять, звуки заменять и запахи. Было бы круто. Мария, я вас сейчас обрадую, либо разочарую. Вы уже это умеете. Так, слушайте, я за один совет, как у вас в этом эфире, заплатила психологу за 4 сеанса. Цена вашего курса символическая, дешевле. В просторе, в интернете такой информации нет. Ну да, есть такое дело. Ну, это скоро закончится. Алена, вот вы недолго думали и вскочили. Это скоро закончится. Мы скоро поставим на самом деле ту стоимость, которую этот курс стоит. На меня уже наезжают все. Не только там люди, которые разбираются, но и те, которые помогают с его продвижением. Я пока держусь, но скоро будет повышение. Поэтому, если вы еще не там, вот Эвелина у нас на курсе тоже учится. Так, как развивать эти способности представления? В юности могла рисовать портрет по памяти, сейчас атрофировались эти способности. Ну, видите, Анастасия, чтобы не атрофировались, надо по чуть-чуть пробовать начинать это делать. Цена вопроса. Цена вопроса. Реимпринтинг есть на курсе? Да, реимпринтинг есть на курсе. Еще мы его не проходили, но обязательно будем. Какие техники есть на курсе? Друзья, давайте еще раз так много вопросов про курс. У нас сейчас еще будет несколько техник. Давайте я вам про курс еще покажу. Смотрите. Есть ссылка на видеокурс. Когда вы на нее заходите, вы попадаете вот на такую страницу. Что с мобильного устройства, что с компьютера, вы попадаете на такую страницу. И здесь переходите программа курса. Здесь есть такие плюсики. Этот плюсик можно нажать. И у вас здесь раскрывается, что в каждом блоке, какие техники прописаны. И на каждую вот эту тему записан видеоурок, а порой и не один. И также на каждую тему у нас есть отдельная практика, где мы встречаемся раз в месяц на платформе Zoom и отрабатываем каждую конкретную технику, каждый конкретный пункт. Открывайте второй блок. Здесь он самый объемный. Здесь очень много техник. Каждый этот курс, каждая эта тема освещена в одном или нескольких уроках, где есть самостоятельное еще задание и где будет обязательно практика. Единственное, что, почему сейчас курс не имеет полную стоимость? Потому что не все уроки записаны, потому что этот курс в процессе пополнения. Вот мы сейчас записываем видеоурок, выкладываем его в курс, и после того, как мы выложили, мы проводим практику. Практика тоже остается в записи. И так мы делаем очень-очень много раз. Бывает чаще, бывает реже, в зависимости от моей загрузки. Но будьте уверены, что все вот эти
техники, которые вы здесь видите в этом описании, нажимая на плюсики, вы их получите. Вот кто-то спрашивал про технику реимпринтинг. В последнем блоке у нас есть техника реимпринтинг. Техника проработки глубинной психотравмы. Так что заходите на страницу курса, открывайте плюсики и смотрите, что у нас здесь есть внутри. По стоимости, вот у нас стоимость. На сегодняшний день $128, но я даже сейчас смотрю, что даже по тем урокам, которые уже в нем есть, он уже должен стоить дороже, поэтому я думаю, что в ближайшее время мы будем менять ситуацию с этим делом. Я на самом деле еще в сентябре планировал поднимать стоимость. Хорошо, друзья. Так. Как развивать СП? Так, цена вопроса, реимпринтинг есть в курсе, ответил. В описании чекни там есть. Тогда полный вперед практиковаться. Отлично. Сколько будет стоить курс чуть позже? Минимум в 2 раза дороже будет стоить. Минимум. Вот если сейчас он стоит, условно говоря, $130, то будет стоить 260. Там в валюте вашей страны переводите сами, ну, потому что курс валют... Я не банк, чтобы постоянно вас консультировать, скажем так, по курсу валют. Так, я-то с органами, юрлицами боюсь общаться, но меня схватывает страх в дыхании, но в разговоре все помню. О чем должна сказать могу. Ну, условно. Ну, отлично. Хорошо, друзья, следующая техника. Те, кто хочет на курс, ссылка есть в описании, ссылка есть в закрепленном комментарии, поэтому вперед. Дальше. Следующая техника. Якорение. Нам нужно якорить состояние смелости. Что такое якорение? Кстати, про якорение подробно тоже есть в курсе. Ну ладно, суть не в этом. Что такое якорение? Наверняка у вас есть в вашей жизни случаи, когда вы чувствовали себя уверенно, когда вы чувствовали себя бодрыми, когда вы чувствовали себя энергичными. И в этот момент вы можете ставить себе якорь. Вот как Тони Роббинс делает. Тони Роббинс, если вы обратили внимание, Тони Роббинс, когда выступает, он постоянно себя бьет в грудь. Вот так вот он делает, вот так. Какие-то вот такие движения. Что он делает? Расшифровываю. У него здесь уже есть якоря. То есть, когда он себя взвинчивает, когда он приводит себя в ресурсное состояние, и когда он его испытывает, он ставит себе ресурсный якорь. И когда ему это необходимо, он в этот момент этот якорь активизирует. То же самое можете делать и вы. И не обязательно это делать прямо в моменте, когда вы испытываете уверенность. Вы можете вспомнить те случаи, когда вы чувствовали уверенность. Вспоминаете первый случай, начинаете его ассоциированно, уверенно у себя в голове проигрывать, и затем ставите сами себе ресурсный кинестетический якорь. Не обязательно бить себя в грудь. Вы можете этот якорь поставить себе в какую-то определенную точку, незаметно. Легкое прикосновение рукой, ладонью. Может быть, в этом месте. Может быть, какая-то из костяшек пальца будет для вас являться местом для установки якоря. И таким образом, когда вы много раз представляете разные ситуации, где вы чувствовали себя на пике, на взводе, где вы чувствовали себя хорошо, бодро и уверенно, вам нужно заякорить это состояние в любом доступном месте. Более подробно можете посмотреть на нашем канале, есть достаточно видеороликов о том, как устанавливать якорь, либо если вы хотите это пройти прямо на практике, приглашаю на курс. Совсем скоро у нас на эту тему будет практическое занятие. И когда вы себе поставили очень много позитивных ресурсных якорей, ваша задача этими якорями пользоваться. Чтобы ими пользоваться, вам нужно просто воспроизводить этот якорь там, где вы его себе установили, и вам будет легче просто идти в ту ситуацию, которая у вас может вызывать страх. Таким образом это делается, таким образом это работает. До какого времени это стоимость курса? Когда поднимется, чтобы понять, сколько у меня есть времени на курс попасть? Ну, неделя у вас есть, но это максимум, я думаю. Хотя я не знаю. Около недели у вас есть. Не буду говорить точно сколько, потому что это известно одному Господу Богу. Но я точно понимаю, что пора повышать. Вот даже Алена нам говорит, что пора повышать. Я поняла, что у меня есть якорь. Я когда ставлю руки в боки, у меня появляется уверенность. Очень круто, очень круто. Кроме того, что когда у вас есть якорь, сама эта поза является позой ресурсной. Я об этом рассказываю во 2 главе своей аудиокниги. Хорошо, друзья.
Я очень рад, что у нас сегодня такой активный живой эфир. Так, продолжим. Есть у нас еще техники, как преодолевать страх. Есть у нас еще техника, как преодолевать страх. Следующая техника называется моделирование. Моделирование или метафора смелости. Что это значит? Когда вы чего-то боитесь. Когда вы чего-то боитесь, когда вы чего-то опасаетесь, вы можете представить человека, во-первых, поискать в своей карте реальности такого человека, который в вашем случае не боялся бы, который в вашем случае был бы смелым, в такой ситуации, в которой вы оказываетесь, который был бы смелым. Причем этот человек может быть как реальным, так этот персонаж может быть так и вымышленным. Например, вам нравится какой-то герой, к примеру, Терминатор. Может быть такое? Может быть такое. Так вот, ваша задача в этот момент либо себя представить этим человеком, либо представить себя этой метафорой, к примеру, Терминатором в данном случае, либо еще какого-нибудь героя возьмите и начните себя им представлять. Прям назовите себя им. И в этот момент ваша задача очень грамотно ассоциироваться. Оно очень хорошо работает. Вот прям очень круто работает, когда вы имеете какую-то метафору, либо такого человека, который действительно в вашей ситуации вел бы себя смело и уверенно. Можете взять какого-то героя, можете взять какого-нибудь спортсмена, либо кого-то еще. И прям представляйте себя им. Когда вы себя представляете им, называете себя этим человеком, либо этим героем, вам уже не страшно туда идти. Вам уже не страшно туда идти, и все у вас начинает получаться. У кого-то Тина Канделаки. Анастасия, сертификат вы даете на видеокурсе? Сертификат? На видеокурсе сертификата нету. Сертификат выдается только либо на онлайн-курсе, который вживую идет, либо выдается на живом тренинге. Вы бы это самое. Вот считайте, что видеокурс – это большая вам библиотека, большая вам энциклопедия техник, но которые, кроме того, что вы имеете обратную связь, вы еще имеете возможность это смотреть в видеоформате и на доступном языке. Вот вы считаете, что за эту сумму вы покупаете прям большую такую фундаментальную энциклопедию по нейролингвистическому программированию. Это не сертификационный курс. Это не про бумажку. Это про то, что вы получаете огромную базу знаний и обратную связь, как эти знания в своей жизни применить. Если вы приобретаете книгу, то, наверное, вы не ожидаете, что вам за прочтение этой книги кто-то даст сертификат. То есть здесь вы учитесь в своем удобном формате, в своей удобной скорости. Вот у нас сейчас на курсе порядка 70 человек. И на практику приходят, человек 15 в среднем, может быть, даже 10 на занятия. То есть каждый учится в своем удобном формате. Кому-то удобно просто видеоуроки смотреть и применять. Есть такие люди, которые купили курс и ни разу на практику не приходили. Это их личная ответственность. И у кого-то такой путь обучения, у кого-то другой. А есть люди, которые прям каждое практическое занятие ходят. Им это важно. То есть вы здесь сами строите свой формат обучения. Можете проходить уроки последовательно, можете проходить уроки, те, которые вам прямо сейчас актуальны и нужны. То есть вот здесь вот полная ваша свобода и ответственность. Поэтому вот так. Можно и корить уверенность на запахе. Да, можно и корить уверенность на запахе. Я Юрий Пузыревский, Наталья, этот самый. Только, да, хорошо, очень приятно. Представлять себя этим персонажем, по сути, вживаться в его кожу и смотреть его глазами. Да, Хангман — это у нас Илья, кстати. Илья тоже у нас на курсе учится. Да, Илья, именно так.
Мы представляем, то есть мы моделируем. Перед тем, как моделировать, нам очень важно задаться вопросом, как бы себя в этой ситуации повел, допустим, мой герой. Вот назовите эту технику «мой герой». Представляйте себя кем-то ресурсным, кто бы в этой ситуации мог испытывать уверенность и смелость, для кого бы та ситуация, в которой вы сейчас оказались, не вызывала бы чувство страха. И вживаетесь в его роль, представляете себя им. Это же не важно. Главное, что вы себя почувствовали им. И таким образом вы начинаете бессознательно его моделировать, начинаете моделировать его вербалику и невербалику, и идете и достигаете своих целей. Поняла, спасибо. Пожалуйста. Пожалуйста. Хорошо, друзья, если у вас есть сейчас вопросы по курсу, я готов на них ответить. Какие техники мы сегодня разобрали по преодолению страха? Первая – это дежурная фраза. Юху, поехали, погнали, у каждого своя фраза. Следующая техника – это работа с субмодальностями. Субмодальности – это что? Это наши внутренние представления, и мы учимся с ними работать, приближать, удалять, делать тише, громче, менять запахи, менять звуки, делать тише, громче и менять ощущения и так далее. Следующая техника – это диссоциация. Мы начинаем представлять себя со стороны. Когда мы себя видим со стороны, мы не испытываем тех эмоций. Мы представляем, как будто это делает другой человек, не мы. Мы как будто мысленно выходим из своего тела и начинаем представлять себя глазами как будто другого человека, стороннего наблюдателя. И все у нас начинает происходить совершенно по-другому. Следующий способ – это якорение. Мы устанавливаем много себе ресурсных якорей, когда мы, точнее, в одно и то же место в разных ситуациях аккумулируем ресурсный якорь. Создаем, подкрепляем. И в те моменты, когда нам становится страшно, либо волнительно, либо не по себе, мы этот просто якорь активируем, и он начинает у нас работать. И следующий способ, последний, моделирование, называется метафора смелости. Что это значит? Мы представляем себя либо другим человеком, либо каким-то другим героем, который не испытывает страха, который испытывает уверенность и так далее. Называем именем себя и начинаем действовать, как бы действовал он. И все у нас начинает в этот момент получаться. Актерское мастерство, да. Поняла, у кого-то персонажи Канделаки, Собчак, Летучая и так далее. Хорошо, мои хорошие, у кого остались вопросы по видеокурсу, а если тут присутствуют наши ученики, можете написать что-то по видеокурсу, что вам нравится, дать небольшую обратную связь, чтобы все остальные, которые еще не присутствуют на нашем виртуальном закрытом мероприятии, могли в него добавиться. Жду вашей обратной связи. Оцените этот прямой эфир по шкале от 1 до 10, насколько он был вам полезным, а также не забывайте ставить лайки, подписываться на наш канал, не забывайте делиться этими прямыми трансляциями с теми людьми, кому они могут оказаться полезными. Сейчас у нас 40 238 зрителей на канале, пусть их станет 40 300. Давайте к этой цифре постараемся приблизиться благодаря нашим совместным усилиям. Многие нас смотрят, не подписываясь на канал, но я бы хотел все-таки видеть вас среди наших подписчиков и зрителей. Благодаря этому вам будут приходить и уведомления. Можете добавляться в наш открытый телеграм-канал. Там вы точно не пропустите уведомления. Ссылка на телеграм-канал есть в описании этого прямого эфира. Эфир супер полезный. Отлично, очень рад. Как вам, кстати, работать и встречаться в прямых эфирах по субботам? Мне понравилось по динамике, потому что зрителей стало больше. Вот прям в субботу, сегодня, либо это стечение обстоятельств, либо у вас просто действительно есть больше возможностей. Отлично, вижу десяточки. Как попасть на этот видеокурс? Тимофей, закрепленный комментарий. Закрепленный комментарий, либо в чате трансляции, либо закрепленный комментарий, когда закончится трансляция, есть ссылка, либо в описании к этому прямому эфиру тоже есть ссылка на курс. Просто переходите, изучаете программу, если программа вам подходит, заполняете свои данные, вам приходит письмо со ссылкой на оплату. Кстати, обратите внимание, друзья, если у вас почта от Гугла, письма вот после регистрации, они приходят не в основные, а в
промо-акции. У кого почта от Гугла, вы знаете, что там есть основные, несортированные, там спам и промо-акции. Наши письма после регистрации, если у вас почта от Гугла, приходят в промо-акции. Ищите там. Так, десяточки, как попасть на курс? Отлично, отлично. Я сегодня на трансляцию как раз увидела в Telegram. Да, в Telegram тоже добавляйтесь, это удобно. У вас там хотя бы гарантированно будут приходить уведомления, потому что YouTube присылает уведомления как-то выборочно. Причем YouTube, если вы обратили внимание, он даже присылает уведомления, даже если вы на канал не подписаны, но часто на него заходите и часто смотрите видео, он все равно вам будет присылать уведомления. И одновременно, даже если вы подписаны на канал, но часто смотрите какие-то другие каналы, он с моего канала может вам уведомления не прислать. Поэтому для этого и нужно подписаться в Telegram-канал. Так. Очень удобно, часиков даже с 20 до 21 идеально. Ну вот сегодня мы сделали в 21 с лишним. Начали. Отлично, друзья. Был очень рад всех видеть. Десяточка. Спасибо, Геннадий ответил. Спасибо за эфир. Очень рад. Друзья, напишите, кому непонятно, как попасть на курс. Есть ли такие люди, которым непонятно, как попасть на видеокурс? Давайте еще немного про видеокурс расскажу, как устроено внутри обучения, прям покажу. Хотите, покажу вот прям секреты. Вот бросаю прям в чат трансляции ссылку на курс. Добрый вечер. Привет, ММА Файтер, наш частый гость. У вас есть курс про переговоры? Пока нет. Пока нет, потому что мы занимаемся сейчас формированием окончательным видеокурса по НЛП. То есть он в процессе, он пишется сейчас. И те участники, которые сейчас есть, они по сути, по факту его и создают. Они его создают своим активным участием в практических упражнениях, и это круто. Это намного круто и ближе к жизни, чем если я просто записал бы видеоуроки и продавал бы вам видеоуроки. Мои дорогие, на самом деле видеокурс мой, он не про видеоуроки. Он про то, как это все в жизни применять, и он про сообщество. Он про то, как... Вот если вы попадаете в курс, вы поймете, насколько ценно иметь тех людей, которые увлекаются тем же, чем и вы, и которые готовы вам давать поддержку. У нас многие люди уже многие проблемы порешали, находясь на курсе, а многие даже инвестиции отбили в этот курс. Так, давайте показываю. Про переговоры, возможно, сделаем, но попозже. У нас будет курс, я анонсирую, но пока его нет, друзья. Где-то ближе к лету мы начнем запись курса по фокусам языка. Там будет про переговоры. Так, что я хотел сделать? Я вам хотел показать, как это устроено изнутри. Это прям очень важно. Сейчас объясню, как это устроено изнутри. Включаю вам демонстрацию экрана. Смотрите, друзья, когда вы оплачиваете курс, вы попадаете вот в такой личный кабинет, который находится на нашем сайте. Что у нас здесь есть? Кроме наших видеоуроков, у нас все разделено по блокам и огромное количество видеоуроков. Там и практические занятия записи, и в том числе и теоретические занятия записи. Также у нас здесь есть большая библиотека книг. То есть вот все книги, которые у меня есть в электронном варианте, которыми я сам пользуюсь, которые мне нужны для работы, по которым я изучаю какие-то техники. Больше 80 книг, у вас здесь есть доступ к библиотеке. Вот вы покупаете курс, изучаете мои уроки, также еще и получаете доступ к огромному количеству книг. Вот такая история. Что дальше? Что самое главное здесь у нас есть? У нас есть телеграм-канал. У нас есть телеграм-канал, где, по сути, дублируются все уроки. Смотрите, вот в телеграм-канале продублированы все уроки. Причем здесь у нас есть как видеоформат, так и аудиоформат. То есть вы можете слушать в аудиоформате. У некоторых в телеграме подвисают видеоуроки, поэтому мы размещаем материалы на двух платформах. У кого-то в Телеграме работает лучше, у кого-то работает лучше на нашей платформе. На нашей платформе никаких глюков нету. Но также у нас есть самое главное, что я считаю, это наш чат. Вот кто-то может задавать вопрос,
Вот Мария у нас задала вопрос, как можно использовать такую-то, такую-то технику. Добрый день, у нас на курсе было такое упражнение, как мотивировать себя на дело, которое тебе не нравится делать. Подскажите, пожалуйста, нелюбимое дело, ранние подъемы. Как думаете, это упражнение в этом поможет? Во-первых, участники сами начали давать ответы, а затем сам Юрий Пузыревский голосовым сообщением Марии подсказал, что делать в этом случае. И вот это на самом деле дорогого стоит. То есть, приобретая видеокурс, вы попадаете на такую платформу, где есть много видеоуроков, где есть библиотека, где есть телеграм-канал и телеграм-чат, где вы общаетесь с другими людьми и где есть практика. Сейчас я вам покажу, как мы работаем на практике. Практика у нас проходит на платформе Zoom. Вот я вам сейчас показываю. Вот мы делали круг силы. Вот мы встречаемся огромным количеством участников. Мы отрабатываем техники, отрабатываем их. Вот смотрите, все живые люди, все настоящие люди. Сначала я объясняю теорию, потом провожу демонстрацию, прямо в прямом эфире. Я делаю технику, все остальные смотрят. Потом задают вопросы, и потом либо в парах, либо в тройках, либо в пятерках эти техники отрабатывают. И таким образом проходит практика. Практика, которую я вам гарантирую, проходит раз в месяц. Но сейчас мы стали делать практику чаще. Почему? Потому что мне так удобнее. И участники меня попросили. То есть у нас все достаточно гибко. Вот такая у нас обстановка на курсе. Поэтому, если вы хотите, я вас приглашаю. Благодарю. 100%. Подобрал оптималку. Время онлайн, подрос. Ты подрос. Молодец. Слушай, ну ты вот, Марс, ты вот дерзкий на самом деле. Доступ к библиотеке после курса сохраняется или нет? Тимофей, курс у нас бессрочный. Оплачивая его один раз, вы получаете доступ к нему навсегда. Еще раз повторяю, для тех, кто в танке. Один раз покупаете и учитесь всю жизнь. Понял, спасибо. На всю жизнь Юрий выше отвечал. Хорошо, эфир бомбический, спасибо. Хорошо, мои дорогие, благодарю вас. Спасибо за внимание. Увидимся, скорее всего, в следующую субботу. Если у меня будет не получаться провести прямой эфир в субботу, то, возможно, мы его сделаем либо в четверг, либо в воскресенье, но это будет известно ближе к концу недели. Чтобы не пропускать уведомления, подпишитесь на телеграм-канал, который есть в описании к этому эфиру. И желаю вам всем избавиться от ваших страхов. Мы сегодня много чего разобрали. Здесь в этой теме можно разбирать еще дальше. И вы получили 5 техник, 5 действенных, 5 практических советов, как бороться со страхом. И я надеюсь, что благодаря этим техникам ваша жизнь станет лучше. Всем большое спасибо, был рад всех видеть. До скорых встреч. Пока-пока, мои дорогие НЛперы.